Добрый день, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я с вами хочу поговорить о инвестициях и налогах. Инвестиции – это очень и очень, и налоги также, это очень и очень мощная, глубокая тема, естественно, которую я не могу осветить в рамках небольшого ролика. Но то, что я хочу сделать, это действительно дать несколько очень важных и полезных советов, то, что касается инвестиций и налогов. Ко мне очень часто обращаются клиенты по поводу инвестиций и спрашивают, насколько это рискованно, насколько это менее рискованно. То есть есть, соответственно, много возможностей. То, что я хочу сказать 100%, то есть люди, которые держат деньги на банковском счету, то есть они 100% проигрывают. Почему? Потому что в конечном счете инфляция съедает все или большую часть этих денег. Вот, и поэтому, естественно, то есть очень важно действительно понять и разобраться, насколько это можно в инвестициях, взять консультации. Если взять, предположим, грубо говоря, биржу, израильскую или американскую биржу, то если вы вкладываете деньги на длительный период времени 5-10 лет, то можно ожидать 5-10 и даже больше процентов прибыли. Инвестиции, это отдельная тема, которую очень и очень стоит разобраться и брать консультации и так далее. То есть, в принципе, это зависит от того, насколько вы ненавидите или любите риск. Очень много моментов. Теперь я хочу перейти к налогам. На самом деле люди, которые инвестируют, это касается и индивидуально, это касается всех, и индивидуальных предпринимателей, и, наемных работников. То есть очень часто бывает, что в одном месте есть прибыль, и человек платит 25% налога, в другом месте есть убыток. И, соответственно, то есть на те деньги, на которые есть прибыль, то есть можно получить эти налоги обратно. Поэтому, то есть этот момент касается всех, очень важно проверить, что действительно, если у вас есть убытки, учли ли вы эти убытки, то есть подали ли вы на возврат налогов или, подали ли вы это в годовом отчете. Второй момент, то есть он исключительно важен для индивидуальных предпринимателей, то есть это Керен и Штальмут. Индивидуальный предприниматель может вкладывать деньги в Керен и Штальмут, и это замечательная инвестиционная программа, которая экономит также деньги и на налогах. То есть помимо того, что можно выбрать различные виды Керен и Штальмута, то есть которые предполагают большую прибыль, меньшую прибыль, на самом деле Керен и Штальмут, то есть на протяжении последних 10 лет в среднем давали 5-10% прибыли, что очень и очень неплохо. С другой стороны, Керен и Штальмут в годовом отчете, когда подается годовой отчет, то есть он дает налоговую скидку. И, второй момент, что Керен и Штальмут освобожден от налога на прибыль. То есть эти три параметра, они делают Керен и Штальмут, на мой взгляд, то есть это прежде всего лучшая инвестиция. Проблема, что освобождение от налога на прибыль это до годового вклада 18 тысяч шекелей. Но в принципе, если идет речь, и у вас есть 18 тысяч шекелей, и вы индивидуальный предприниматель, и вы хотите вложить деньги, то я считаю, что прежде всего нужно начать с Керен и Штальмута.
естественно. Второй момент, то есть это пенсия. Пенсия – это тоже своего рода инвестиции, и в отличие от наемных работников, индивидуальный предприниматель он может вкладывать в пенсию денег больше или меньше. То есть это влияет и на его будущую пенсию, и это влияет на налоги. Поскольку пенсия дает, значит, определенное освобождение от налогов, дает определенную налоговую скидку, правильнее сказать. И поэтому, то есть, очень и очень важно, то есть, проверить действительно, то есть, во-первых, с точки зрения пенсионного планирования, сколько вы хотите получать денег, то есть, пенсия это является в определенном плане инвестицией, и опять же, сколько это дает скидку на налоги. Значит, в пределах этого короткого видео, я думаю, что я дал несколько важных типов. И очень, естественно, очень важно, то есть проверить эти вещи, потому что, значит, создание, на самом деле, материального благополучия очень и очень в большой степени влияет от правильных инвестиций, насколько действительно человек умеет правильно инвестировать деньги. И с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. И шаббат шалом, всего доброго вам.